Режим не оставляет надежды поквитаться со всеми, кто представляет угрозу его шаткой стабильности. Но таких людей слишком много, а имеющиеся колонии и тюрьмы не резиновые. Поэтому сейчас лукашисты озабочены возведением новых лагерей для политзаключенных. Впервые об этом стало известно из слива инициативы «Байпол», которая обнародовала разговор экс-главы ГУБОПИК Николая Карпенкова, глумившегося над первым погибшим во время прошлогодних протестов Александром Тарайковским, призывавшего силовиков калечить протестующих, а также между делом упомянувшего о создании лагеря для острокопытных. На днях в распоряжение журналистов канала CNN попали видеозаписи места, где предположительно намерены содержать политзаключенных. Это объект, расположенный примерно в часе езды от Минска в поселке Новоколосово, занимающий 8 гектар, обнесенный колючей проволокой и электрическим забором. По его периметру установлены камеры, а внутри передвигается военная охрана. К прутьям забора прикреплена табличка с надписью «Запретная граница. Вход воспрещен». Возможно, спустя какое-то время ее заменят на каноничное «Труд освобождает» или «Каждому свое». Все как в настоящих концентрационных лагерях для военнопленных, которых может стать в разы больше, чем сейчас, если белорусы решат взять реванш и начнется вторая волна протестов. Отметим, что по данным канала Белсат, на территории поселка Новоколосово в советское время находился строго засекреченный военный городок. В настоящее время там все еще остается военная база. Что могут сделать с людьми, которые попадут в это место, остается только догадываться. Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в стране насчитывается 608 политзаключенных. Пропагандисты осваивают новую профессию, понимая, что уже скоро им придется менять работу. Хотя вряд ли они смогут снимать кино в местах не столь отдаленных, где окажутся после справедливого суда. А пока у них есть такая возможность, так называемые журналисты самозабвенно продолжают выдавать дешевую постановку за документальные кадры. Так, эксперты-медики проанализировали несколько последних сюжетов о мигрантах, якобы пострадавших от зверств литовских пограничников. По мнению специалистов, раны, которые продемонстрировали крупным планом, выглядят ненатурально. Например, если подробнее рассмотреть то, что преподносится как укусы собаки, которую спустили на иностранца, то вывод напрашивается однозначный. Это было очень старое и явно беззубое животное. Молодые дрессированные псы, которые служат с пограничниками, оставили бы раны совсем другого характера. Еще один примечательный пример – якобы пулевые ранения в области легких у мужчины-мигранта. На видео человек с ними чувствует себя весьма неплохо и может дышать сам, когда в реальности после таких травм ему бы понадобилась срочная операция, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Самый интересный вывод экспертов касается трупа, который объявили жертвой шокирующего убийства фашистующих литовцев. Медики, изучившие это видео, не могут утверждать со стопроцентной уверенностью, что на кадрах тело мертвого человека. На нем незаметно несовместимых с жизнью травм. Как говорят эксперты, у мальчишек после игр больше синяков. К тому же нет трупного окоченения и пятен. Судя по всему, денег на профессиональных гримеров, которые умеют рисовать увечья, неотличимые от настоящих, у режима нет. А своими силами ничего, кроме низкопробного трэша, снять в очередной раз не удалось. Примечательно, что история о злых литовцах и добрых белорусских пограничниках, которые принимают в свои широкие объятия избитых и покалеченных нелегалов, разбивается и о другие факты. Так, в распоряжении литовского СМИ попало видео, на котором мигранты, не пропущенные на территорию страны, стоят на нейтральной территории перед белорусской границей, а доблестные пограничники указывают им путь в Литву. Ну что стоим? Давай вперед. Куда? Идем. Ну конечно, туда идем. Что стоишь? Во всей этой истории действительно жаль бедных людей, которые бегут от войны на родине, а попадают на поле боя маразматичного диктатора со здравым смыслом. Однажды Лукашенко сказал, что ему иногда не до законов, но, как показывает практика, на них ему просто плевать. Очередным примером тому стала новая волна угроз предпринимателям. Диктатор никак не может успокоиться, что в стране есть частный бизнес, который не настолько подконтролен ему, как госструктуры. И несмотря на то, что ИПшники исправно платят налоги и пополняют бюджет страны, нелегитимный упорно продолжает их кошмарить. Так, вчера на встрече с председателем провластной федерации профсоюзов Михаилом
Ордой он заявил, что частный бизнес обязан создавать профсоюзные организации. В противном случае он будет ликвидирован. Примечательно, что в Беларуси нет закона, предписывающего ИП создавать первички. Однако, по мнению Лукашенко, такая мера нужна для защиты прав трудящихся. Интересно, а кто защищает права рабочих госпредприятий, которых увольняют ни за что и не платят зарплаты? Видимо, те самые официальные профсоюзы, в которые трудящиеся обязаны платить взносы, чтобы те давали взамен смутное ощущение стабильности. Напомним, что впервые требование создать профсоюзные организации на частных предприятиях нелегитимный озвучил в ноябре прошлого года. Однако тогда многие представители бизнеса просто проигнорировали этот выпад. Теперь же, судя по нарастанию темпов закручивания гаек, незаконная власть вполне может ликвидировать частный бизнес как класс. Ведь в стране, которую приватизировал один человек, законы работают только в одностороннем порядке. Вчера пропагандистские ресурсы распространили в сети длинный список людей, уволившихся из госструктур по политическим причинам. В него попали деятели культуры, журналисты и спортсмены. Телеграм-канал, который первым опубликовал этот перечень, никак его не прокомментировал. Судя по всему, авторы решили, что заголовок файла «Список переобувшихся» и без того красноречив. Вскоре появилась информация, что на почты кадровых агентств страны стали приходить письма с настоятельной просьбой не брать на работу этих предателей из списка. Примечательно, что в нем есть такие имена, как Денис Дудинский, Лариса Грибалева, Инна Афанасьева, Искуи Абалян и даже легендарный песняр, исполнитель песни «Беловежская пуща» Валерий Дайнеко. Остается лишь сказать спасибо тем, кто так скрупулезно готовил этот перечень настоящих патриотов. Ведь именно с таких людей начнется новая история свободной Беларуси. И о хорошем. Замечательная новость пришла из Республиканского ожогового центра, где находится 12-летний Рома Кадаговский, получивший ожоги более 60% тела при пожаре. Состояние мальчика, которое долгое время оставалось стабильно тяжелым, начинает улучшаться. Рома перенес все необходимые операции, и теперь ему нужно пройти серьезную и длительную реабилитацию. Родные мальчика сообщают, что он еще подключен к аппарату искусственного дыхания, но медики уже дают ему дышать самостоятельно. Напомним, что 28 апреля в доме многодетной семьи в деревне Сидоровичи Мядельского района произошел сильный пожар. Рома вынес младшего брата из пылающего здания, разбив стеклопакет окна кухни. Команда Маланки желает скорейшего выздоровления храброму мальчику. Друзья, у команды «Зубр» есть очень важный проект, цель которого – сделать максимально прозрачной работу судебной системы Беларуси. Благодаря сотрудничеству с киберпартизанами на сайте zubr.cc опубликованы фото всех судей, входящих в позорный рейтинг ТОП-200 по количеству вынесенных незаконных решений. Это необходимо для того, чтобы люди знали в лицо тех, кто их судит. Вы можете помочь проекту, присылая информацию о служителях Фемиды, которые выносят неправомерные приговоры. Ссылку на чат-бот мы оставим в описании к этому видео. А также не забудьте подключиться к нашему традиционному субботнему эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым завтра в 17:00. До встречи в понедельник и живи Беларусь!